Поговорим про водород. Я понимаю, что сейчас часть наших зрителей, которые, извините, у нас тут не Трампа сегодня, не Урсула фон дер Ляйен, не вот этих вот веселых людей, которые всегда всех развлекают. Но вот в Европу забежим, посмотрим на водород. Давайте для начала... Кстати, если бы спросить Трампа про водород, мы бы повеселились. Кстати, а может быть, он сказал, чего? А если бы ему кто-то сказал, что он из газа делается, может быть, он сказал, так, хорошая тема, надо продолжать. Так вот... Давайте для начала объясним, так как, чтобы вот сразу все не убежали, когда мы рассказываем об этой теме. Напомним пару моментов, почему тема водорода важна для Российской Федерации. И зачитаем отрывок, даже я бы сказал, 2 отрывка из энергетической стратегии 2050, на 2050 год. До 50 года это энергетическая стратегия Российской Федерации. Мы, если что, где-то в апреле ее разбирали. 45 раз упоминается водород. В 2022 году начато создание 2 водородных полигонов для апробации водородных технологий и демонстрации пилотных проектов в сфере водородной энергетики. Один из них в Сахалинской области уже открыт в 2024 году. Так вот, у нас для понимания, 45 раз упоминается водород. Я посчитал. Я вот сегодня пересчитал, я был неправ, мне отложилось в памяти, что 11 раз нет, ошибся. 45 раз упоминается водород. Ну еще бы, такие деньги вкладываем. У нас осуществляется координация и реализация мероприятий, дорожной карты, развитие высокотехнологичного направления, развитие водородной энергетики на период до 30 года. Это документы, которые у нас есть. Осуществляется реализация инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Электромобиль» и «Водородный автомобиль». Есть раздел энергостратегии, водородной энергетики, улавливания, использования и захоронения углекислого газа. Почему, причем тут водород, непонятно, почему их объединили. Ну, это ладно. Я просто не понимаю. Это я не в плане критики, я правда не понимаю. Среди прочего, там предусмотрено вот что, и давайте еще одну цитатку, это как раз из раздела энергетической стратегии про водородную энергетику. Как же без нее? Реализация мер государственной поддержки. Разработки технологий. Не-не-не, это я вот тут паузу хочу сделать. Разработки технологий, пилотных и коммерческих проектов производства, транспортировки, хранения и использования низкоуглеродного водорода. Сейчас объясним, что за зверь. Снижение углеродного следа продукции предприятий промышленности и энергетики. С каждой фразы от нас зрители, мне кажется, отваливаются. Создание инфраструктуры и производство промышленной продукции для водородной энергетики и так далее. Государственной поддержки. Так вот почему для нас это важно. Если это перспективное направление, которое во всем мире развивается, которое вот стремительно растет, то, наверное, меры государственной поддержки оправданы. А если... И вот тут у нас есть рядом Европейский Союз, где с 2020 года действует энергетическая стратегия в области водородной энергетики. То есть водородная стратегия. И мы можем посмотреть, а что происходит в Европейском Союзе, как на модель, и сделать выводы о том, надо ли, например, государственные деньги вливать в какие-то направления, которые, в какой-то момент, без шуток, казались перспективными очень многим. То есть я, например, скептически относился, но я допускаю, что я, например, ошибаюсь. Может, Борис был большим сторонником водородной энергетики, но от всех скрывал. Я к энергетике вообще достаточно упрощенно относился, достаточно долго. Слушаем главного энергетика страны, главного энергетика галактики всех времен и народов Анатолия Чубайса, и точно знаем, что все будет наоборот. Анатолий Борисович уверял, что к 2030 году мировой рынок водорода составит то ли $100 миллиардов, то ли 100 миллиардов тугриков, а возможно, это мы, кстати, будем зарабатывать. Там вообще было непонятно. Кстати, массово водород применять опасно. В свое время он был эффективнее гелия в дирижаблях. Насколько это хорошая идея, можно спросить у пассажиров Гинденбурга. Нет. Я, кстати, возражу. Потому что, во-первых, водород активно используется, и применение его расширяется. Он применяется не в транспортной сфере, не в аппаратах летательных, которые легче воздуха. И гелий просто, дорого был в производстве, водород был проще. Не об этом речь. То есть, когда говорится водород, все вспоминают Гинденбург. Нет. Там, дорогие друзья, тут самое ужасное, вообще не об этом. Деньги не в это предлагают вкладывать. Давайте дадим слово европейскому регулятору. Acer, его аббревиатура, и... Они тут доклад выпустили на этой неделе. Понимаете, выпустили доклад, мы такие, не только о Урсуле фон дер Ляйен рассказывать, не только про Дональда Трампа, про Шольцев, Мерцев и других столь же чудесных людей. Давайте поговорим о том, куда могут пойти деньги государственные в Российской Федерации. Давайте цитату, если можно. Посмотрим, что там в Европе происходит. Как перспективное направление развивается. Потребление водорода в ЕС несколько снизилось в 2024 году.
Ой, до 7,4 миллиона тонн. Снижение в основном обусловлено продолжающейся тенденцией к сокращению в химическом секторе на 12% 2022 года. Это, кстати, тоже интересный момент. А то говорят, чего вы в России рассказываете? Все хорошо в Германии. У меня, говорит, знакомые там живут. Все прекрасно. Ну, знаете, все прекрасно, но вот с химической отраслью что-то случилось. Кстати, что? Расскажите, пожалуйста. Минус 12%. Что произошло? В то время как потребление в других основных секторах остается в основном стабильным, например, нефтепереработка, или незначительно снижается, например, производство аммиака минус 1%, метанола минус 0,5% по сравнению с 2023 годом. Вообще прекрасно. А давайте посмотрим, куда это, в общем, идет. Водород. У нас есть график, опять же, из доклада вот этого. Ну, опять, а то Гинденбург. Нет, там в других направлениях это идет. Водород преимущественно, дорогие друзья, используется в нефтепереработке для производства, в первую очередь, бензинов и дизельного топлива высококачественных. Там используется водород. Используется он на установках вторичной переработки, которые относятся к гидропроцессам. Вот в Европе, например, больше половины всего водорода идет как раз на эти нужды. 4,2 миллиона тонн. Все остальное поменьше. Как, опять же, видно из этого чудесного графика. Ну, снизилось. Главное, расти должно было. Вот расти стремительно. А оно снижается, это самое потребление. Но тут интересно. Почему, почему снизилось, мы как бы уже проговорили. Тут интересно немножечко другое. Дорогие друзья, можно вот первую цитату Эссера, а то мы ее как-то пропустили неожиданно, там, где рост водородного рынка, она начинается. Рост водородного рынка по-прежнему недостаточен для достижения целей на уровне ЕС и государств, входящих в Евросоюз. Ой. А у нас, говорите, государственная поддержка нужна водородному направлению, да? Так, смотрим, что происходит в Евросоюзе, который уже выделил деньги. Несмотря на увеличение мощности электролизеров, это тут момент какой? Они хотят водород производить из воды. Не из природного газа, как обычно, а из воды. В Европе много воды. Европе. А мы тоже хотим. Вот когда вот там у нас в энергостратегии написано, что низкоуглеродный водород, это об этом. Это вот об этом. На 51%, значит, увеличилась мощность. До 308 мегаватт в 2024 году. Их внедрение по-прежнему значительно отстает от целевого показателя в 6 гигаватт. Это, если вдруг кто-то забыл, примерно в 20 раз больше. 308 мегаватт. Ну, чуть-чуть ошиблись. Понимаете, чуть-чуть. Очень перспективное направление, ну, просто в 20 раз меньше, чем ожидалось. Ну, к 30 году догонят. Да. И 40 гигаватт на 2030 год. Там все получится. Мы верим. Сейчас 300 мегаватт будет 400 гигаватт. 5 лет в запасе все успеют. Уже меньше. Ну, ладно. Возобновляемый водород по-прежнему дорог в производстве. Кто бы мог подумать. Средняя стоимость производства составляет 8 евро за килограмм. А перспективы снижения стоимости в ближайшем и среднесрочном будущем не ясны, пишет нам европейский регулятор. А мы в 2025 году принимаем энергетическую стратегию, в котором 45 раз упоминаем водород, потому что это очень перспективное направление. И нам вообще не интересно, что с этим направлением происходит в соседнем регионе, который мы можем страшно не любить, который нас жутко не любит. Но они у себя начали чего-то делать, что мы, посмотрев на них, решили, нам тоже это надо. Но только, дорогие друзья, у них в 20 раз отстают вот эти вот мощности электролизеров. Мы тоже хотим, мы тоже планируем. И в 30 раз производство зеленого водорода отстает от планов. В 20 раз средства для производства, в 30 раз само производство. Мы будем делать какие-то выводы. Ну, прежде чем государственную поддержку на перспективные направления выделять. Если в стратегии сказано «надо». Не, ну мы, конечно, ответим «есть», это безусловно. И главное, к чему нам стоит присмотреться. Давайте еще одну цитату. Это, знаете, так, а то мы как-то за вот этими деревьями мы иногда леса не видим, а тут какие-то процессы происходят. Собственно, давайте я так зачитаю. Водород, полученный с помощью электролиза, оставался незначительной частью общего потребления водорода в 2024 году. Но его рост был значительным. Производство электролитического водорода увеличилось с 19 тысяч тонн в 2023 году до 29 тысяч тонн в 2024 году. Ну, то есть, вы планировали 1 000 000 тонн, произвели 29 тысяч тонн, хлопаете в ладоши, говорите, ну, смотрите, 51% рост, это ж... Зато в процентах-то, ого. А в попугаях я гораздо длиннее, говорят нам уважаемые европейские эксперты. У нас, видимо, тоже смотрят, такие, смотрите, 51% прирост, перспективное направление.
То, что миллион планировался, неважно. Ну и последнее, знаете, у нас график есть красивый. У нас тут в некоторых городах России планируют водоробусы запускать. И вообще водородный транспорт очень перспективный. А чего с водородным транспортом в мире происходит? Давайте график. Последний в этой части у нас... Так вот мчится вперед и вверх. Да, 2,7 который. Да. Это за первые 3 квартала 2025 года. Как вы видите, рост огромный, на 9,8, только он отрицательный. Вот минус такой, знаете, у этого роста, что он отрицательный. Если не обращать внимания на знак минус, отличный рост. Не, очень хороший. Нет, почти 10% роста за 3 квартала. Ну, красота же. А главное, по всему свету продано меньше 9 тысяч в этом году. 9 тысяч водородных автомобилей. Это очень перспективно, очень перспективно. А главное, продажи падают с 2023 года. Каждый год падают, но это очень перспективное направление. Очень. Надо выделить государственную поддержку как можно больше на это очень нужное в России перспективное направление. Прям очень нужное, очень перспективное. Не то, что какое-нибудь там производство СПГ. СПГ, не. Ну, СПГ... Оно даже звучит как-то как-то не хайпово, по-моему, так это вот называется. Водород. Водород, это очень хорошо, очень хорошо. Водород, и сразу, знаете, рука к кошельку тянется, хочется денег дать. А СПГ, КПГ, компримированный природный газ, кому это надо? Китаю надо. Вы знаете, Китаю надо. Он почему-то вот не рассказывает о том, как это все классно и перспективно. А просто делает. Например, в Китае порядка 700 тысяч автобусов и большегрузной техники работает на сжиженном природном газе. Откуда природный газ в Китае? Не надо ли нам присмотреться к чему-то такому? У нас присматриваются, если что. У нас есть автомобили на СПГ. Просто их очень мало, гораздо меньше, чем в Китае. Ну, видимо, Китаю это нужнее, важнее, а мы будем каждый день... важнее водород. Потому что это стратегично. И электромобили, кстати. Не надо про электромобили. Мне очень нравится вариант решения развития автомобильной промышленности, автомобильных перевозок в России. Мы производим автомобили для традиционного топлива, для компримированного газа, для пропан-бутанового газа, для электробуса у нас, водоробуса у нас. Может быть, на чем-то одном остановимся? Или вот так пятерней и будем пытаться куда-то вперед двинуться? У нас просто принято, скажем, в 13-м еще году программа развития газомоторного транспорта. Ну, из альтернатив. Я слышал, может, я заблуждаюсь, что есть вот какая-то страна, обладающая крупнейшими запасами этого самого природного газа. Никто не в курсе, как это вот Российская Федерация, кажется, называется. А парк газомоторной техники больше всего в Китае, Аргентине, Иране, Пакистане. В Казахстане растет. В Казахстане. Им нужнее, чем нам. Или у нас, оно растет и растет. У нас люди все рассказывают, какой бензин дорогой и дизельное топливо дорогое. Ну, хорошо. Давайте, может, мы присмотримся к другим альтернативам, притом тем альтернативам, которые доступны, для которых есть инфраструктура. И к тем альтернативам, которые показали рост на других рынках, они просто заявлялись как потрясающее перспективное направление. Водород, да мы сейчас электролизеры, да из воды, да сделаем. Ну, не работает этот рынок, нету его. Это надо учесть. Ну и на сегодня, дорогие друзья, если мы будем завершать, если вам нас оказалось мало, то телеграм-канал «Нефтегазовая игра», телеграм-канал Борис Марцинкевич, и можете поделиться видео этой программы в ВК-видео, и присоединяйтесь к нам каждое воскресенье в 5 часов вечера. А на сегодня все. Всего. И, конечно, ТГ-канал «Геоэнергетика». Всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу
так скажем, стратегию и тактику нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.